Уважаемые друзья и посетители моего канала, сердечно приветствую вас. После моего предыдущего музыкально-аналитического обзора на выступление Димаша в городе Сочи на новой волне 2021, ссылка появится вот здесь вверху, я получил от вас очень много отзывов, пожеланий и предложений сделать обзор также и на песню Димаша, которую он исполнил на этом же певческом конкурсе, которая называется «Fly Away» – «Улетаю». Разумеется. Это оказалась крайне интересная песня, кажущаяся, на первый взгляд, очень современной и простой, но при более детальном рассмотрении раскрывающая весь свой потенциал и свою красоту и глубину смысла, который заложен в эту песню. Поэтому садитесь поудобнее, и пока вы подписываетесь или ставите ваши лайки, я хочу вас пригласить в музыкально-аналитическое путешествие вместе со мной в мир этой сцены, в мир этой постановки, в мир замечательной песни, очень необычной. И давайте вместе с вами попробуем разгадать те смыслы, которые были в нее заложены, и проведем вместе с вами это расследование. Давайте же начнем. Итак, друзья, только что было вступление. Конечно же, несомненно, я рекомендую вам, настоятельно рекомендую посмотреть оригинал этого выступления на канале Димаша. Ссылочка будет прямо вот здесь внизу, потому что из-за того, что существует очень сильная блокировка всех его выступлений с этого певческого конкурса, видео в моем обзоре вы, скорее всего, не увидите совсем. Но нам необходимо понимать, что происходит на сцене, поэтому я оставлю только мелкие фрагменты, намеки на то, что происходило. Также я буду делать часто свои остановки из-за уважения к авторскому праву, которое мы все должны, конечно же, уважать. Поэтому я также включил для русскоязычных зрителей перевод этой песни для удобства нашего восприятия. Итак, что мы увидели в первой части? В первой части, вступлении, мы с вами увидели два основных цвета на сцене. Это очень важно. Цвет красный, малиновый. Да? Я его условно назову красным. Это цвет активный, цвет мужского начала. Это у нас достаточно мощное проявление энергии. И также у нас с вами цвет пассивный, бирюзовый, более женственный. И те, кто смотрели «Игру престолов», наверное, могут ассоциировать даже с названием, которое было дано писателем Джорджем Мартином, песни «Льда и пламени». Вот здесь тоже есть отголосок льда и пламени. Это уже противостояние. А раз это противостояние, это уже двойственность. Как добро и зло, мужское и женское начало, лед и пламя. Противостояние присутствует уже на сцене, оно уже заложено в цветовом решении режиссера-постановщика сцены. Продолжим. Читайте внимательно текст. Итак, что касается музыки. Димаш вступает на прекрасном субтоне, очень мягко, показывая пока мягкость своего отношения к музыке и к тому, что происходит на сцене. Димаш одет в белый цвет. Это важная часть пазла. А замечательный балет Аллы Владимировны Духовой «Тодос», он одет
в черно-белую одежду, что тоже очень важно. Даже здесь в одежде вы можете уже увидеть еще одну двойственность, которая будет подчеркиваться на протяжении всей песни. Потом мы с вами разберем, что за двойственность и почему она возникла, и что хотел сказать режиссер-постановщик и Димаш, и танцоры. Да, по поводу музыки. Музыка весьма проста, я имею в виду гармоническая ее составляющая. Основная тональность ре минор, и ре минор переходит периодически в до минор или фа мажор. Дальше он переходит в до мажор. Это все родственные тональности и заканчивается иногда на соль миноре или ре миноре. Но если мы с вами посмотрим на основное построение, мы увидим гармонический ряд из 4 основных тональностей, что подчеркивает квадратность или замкнутость пространства. Это очень важная часть пазла, которую мы должны будем запомнить. И вот очень важная часть, на которую я хочу обратить особое внимание. Вы видели, музыкальное развитие идет быстрее, 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 быстрее. И на возможный вопрос, а можно ли сделать slow motion или замедленное движение в музыке? Ответ, конечно же, да. Димаш только что это делает в своем динамическом диапазоне, в своем динамическом проявлении. Он идет вместе с музыкой, идет на крещендо, и внезапно музыка как бы начинает затормаживаться, и он начинает петь очень-очень мягким, поставленным голосом, очень красиво. И если вы обратите внимание на слова, то здесь слова обращены, мы предполагаем, конечно же, к женщине. И на сцене вы видите замечательную танцовщицу, и она же хореограф, это Дарья Крамер, вот эта блондинка, которую поднимают сейчас остальные участники группы. Обратим на нее также внимание, поскольку она является лидером сцены, она является лидером и предводителем в данном случае целой группы. На ней держится и энергетически, и в плане пластики и движения вся группа, и она персонифицирует как раз женщину, к которой Димаш обращается. Она одета в черно-белое, Димаш одет в белое. Это тоже важная часть пазла. Никто не сможет контролировать. Я ищу что-то большее. Большой смысл в словах. Прекрасная постановка, драматургия сцены, друзья. Итак, здесь сейчас произошло очень важное развитие на сцене, да, динамическое. Было очень мощное движение танцевальной группы. Все они находились вокруг Димаша, но тем не менее Димаш немножко стоит отрешенно. Они двигаются в своем темпе. Димаш двигается в абсолютно своем. И они уже не связаны. И несмотря на то, что он обращается к женскому образу в виде замечательной Дарьи, тем не менее Димаш, как иноходец, идет своим путем. Он хочет освободиться. От чего? Он хочет улететь куда-то. От чего он хочет избавиться? Почему мы видим столь много противоречивого на сцене? Как в музыке, да? Сильное развитие, и идет потом резкий slow motion, идет резкое замедление. Противопоставление двух цветов, как в одежде танцоров, так и на сцене. Интересно? Скоро мы с вами это узнаем. Важнейшие слова, не буду прерывать. Превосходные люди и превосходная система загружена. Противоставление. Пришло вырваться на свободу, то, что поет Димаш, и обратите внимание, как он начинает растождествляться с толпой, ну, в данном случае с группой
танцоров это противопоставление показано, и они дальше будут еще сильнее и сильнее отдаляться, и каждый из них будет двигаться в своем ритме. Еще одна сильнейшая сцена по своей драматургии, по своему смыслу. Опять мы увидели slow motion после того, как шло развитие. Еще раз slow motion как раз намекает нам на то, что какой-то привычный ход событий вдруг может прерваться. Человек может остановиться на какую-то долю секунды внутри самого себя, посмотреть на мир совсем другими глазами и увидеть то, что не было видно до этого. И сейчас, опять же, тот, к кому он обращается, в данном случае ее изображает Дарья Крамер, прекрасно изображает. Ее опять поднимают медленно наверх, и он задает свой вопрос: «А ты улетишь со мной?» Я думаю, что вы понимаете, наверное, ответ, который мы прочтем в конце, что нет. Она не отправится с Димашем в этот путь. Они очень разные, они принадлежат к совершенно разным потокам сознания, потокам музыки и своего развития. Продолжим? Никто не сможет меня контролировать. И вот сейчас, друзья, когда он еще раз это повторил, да, повторил свою идею, что он хочет улететь, освободиться, заметьте, насколько их пути начнут резко расходиться. Они вообще двигаются теперь в противоположном направлении друг к другу. Толпа людей, которые двигаются примерно одинаково, и Димаш, который двигается не только не с ними вместе, он двигается от них в противоположную сторону. Что же он узнал? Что же он понял, почему он сменил свое движение на прямо противоположное и не идет вместе со всеми? Как вы считаете? Прощается с ними. И вот эта сцена меня поразила. Вы обратили внимание, насколько вдруг они двигаются не просто синхронно, они пытаются нам отобразить, что они представляют некое единство, несмотря на то, что они разные, но это единство абсолютно понимаемо как отдельная группа. Димаш с ними простился, они продолжили свое движение. Димаш смотрит на них теперь со стороны, потому что он увидел что-то, о чем мы с вами поговорим в конце. Потрясающее движение, пластика какая. Ай-яй-яй, балет Тодос. И они упали, подняли руки и опустили. Димаш Кудайберген. Что-то с ними произошло в конце, что они опустили руки и стали недвижимы. Димаш еще продолжил свое движение, но эта группа в определенном смысле прекратила свое существование, дезинтегрировалась. Ну что ж, дорогие друзья, теперь попробуем собрать пазл вместе. То, что мы с вами увидели и услышали. Я уверен, что увидели что-то еще и услышали. И у каждого может быть своя интерпретация. Я лишь, разумеется, предлагаю свое видение. И предлагаю вам присоединиться к нему и дополнить. Возможно, предложить совершенно другую версию. Но тем не менее. Собирая пазл, мы с вами видим следующее. Мы видим двойственность всего происходящего на сцене. Мы видим несколько противостояний.
Мы видим противостояние цвета между активным и пассивным началом, мужским и женским, да, противостояние на уровне даже стихий. Мы видим противостояние и дихотомию, двойственность. На уровне костюмов мы видим квадратность, точнее слышим, на уровне музыки, которая подчеркивает замкнутое пространство. Мы видим группу, которая движется не совсем даже как люди, они двигаются как некие схематические, как не то чтобы роботы, но что-то близкое к этому. И Димаш, который вдруг начал наблюдать их со стороны, и ему открылось что-то. Что же он увидел? Друзья мои, я думаю, что он увидел матрицу нашего мира. Матрица, которая нас окружает, матрица уже отработанных движений, отработанных мышлений, отработанных схем. Все повторяется. Но чтобы выйти на свободу, выйти отсюда и улететь, нужно, во-первых, это увидеть, во-вторых, понять, что душа больше этого не хочет, и в-третьих, преодолеть дихотомию добра и зла, которые здесь изображены, пусть и схематически, или дихотомию неких противоречий. Димаш находится, и он одет в белую одежду. Белая одежда издревле – это символ чистоты. Также, поскольку он пребывает в одном цвете, он также поет, что он видит совершенных людей. Он видит систему, матрицу, которая превосходная, и она загружена. Он увидел это и в определенном смысле прозрел, но он стал одного цвета, он стал един. У него нету больше противоречий. И он не хочет находиться больше внутри этой системы, внутри этой матрицы. Он прощается с ней. Он растождествляется с этими потоками, с этими людьми и выходит на другой уровень. А те, кто находились внутри матрицы, их в конце, если вы обратите на это прощальное движение, их просто отключили. Это смерть. Но они как бы были бездушны. Но Димаш обладал индивидуальностью, душой и сознанием. Это очень важно понять. Потому что я рассматриваю все эти три произведения, которые Димаш пел на новой волне. «Чужестранец», «Fly Away» и «Аве Мария», ссылочка появится вот здесь вверху, как единый триптих, где у нас с вами раскрыты три основных мистерии. Мистерия рождения – это великие мистерии рождения, жизни и смерти. И они проходят единый конвой, они проходят единой линией внутри этих трех произведений, поэтому они связаны очень глубоко, на мой взгляд, друг с другом. Димаш исполнил превосходно с точки зрения музыкально. Мы с вами увидели slow motion, мы с вами окунулись в мир визуальный, мир аудиальный. Мы с вами смогли увидеть цельную картину, и это удивительно. Хочу также вам сказать, что помимо замечательного балета «Тодос», автором слов явилась Джордан Аракелян, которая является супругой Ерлана Бекчурина, а это аранжировщик Димаша. И это тоже очень важно, потому что они находились в постоянном взаимодействии. Она же еще и бэк-вокалистка у Димаша, а композитором этого произведения стал Едилжан Габасов. Я думаю, всех их, и также, несомненно, танцора-хореографа Дарью Крамер мы можем поблагодарить за прекрасное выступление, за прекрасное представление нам, ну и, конечно же, Димаша. И почти мы закончили, кроме одного. Пазл фактически собран, но за кадром осталось одно сокрытое для нас лицо, если это так можно назвать.
кто же является автором этого триптиха. И если этот триптих действительно существует не только в моем сознании, но он существует в реальности. Кто же является автором? Это абсолютно уникальное. Я даже не знаю, как назвать того, кем является автор. Но он уникален, потому что он может сопоставлять такие объемы сцены, он может работать с высшими архетипами, которые изображают рождение, жизнь и смерть. И все это удивительным образом слито сейчас, воедино. Возможно, вы согласитесь с тем, что это триптих. Кто же автор этого триптиха? Я собираюсь рассказать об этом авторе вместе с тем, что я собираюсь сделать свой финальный обзор на весь этот триптих, где мы с вами подытожим все, что мы увидели во всех 3 частях. И музыкальную часть, выступление Димаша, выступление хора, выступление балета и всех, кто участвовал. И подведя итог, соберем самый главный пазл этого триптиха. Мы постараемся увидеть автора. А засим, позвольте, дорогие друзья, попрощаться с вами. Надеюсь, ненадолго. Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось то, что я сделал такой обзор. Станьте спонсорами канала, если вы считаете, что этот канал достоин развития. Ваша помощь крайне нужна сейчас. И также я хочу передать вам горячий привет и благодарность за ваши комментарии, коих так много, и я с превеликой радостью их читаю и стараюсь ответить. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был автор канала.